Сегодня мы будем пробовать активировать круиз на Солярисе. Тут кнопочки вон припаяли, но он не работает. Что там? Скидывает, да? Скидывает скорость. Скидывает скорость. Сейчас считаем прошивку, посмотрим, что там, какой лимит стоит у круиза. Жмем чтение. Вот пошло чтение прошивки. Значит, нам повезло, и прошивка не защищена от считывания. Вот. Прошивка это устраивает тебя? Нет жалоб? Ну, лучше, чем стандартный, допустим. Лучше, чем стандартный. Хотя бы с кондиционером она маленькая. Ну, нам пока надо круиз. Ну да. Вот, насчет прошивки это мы попозже сейчас обдумаем. Пока считаем то, что есть в блоке. Так сказать, бэкап сделать. Да. Чтобы, если что, вернуть все как было. И там... Чтение, да, тут долго все-таки идет. Ну, лучше это. Лучше сохранить эту прошивку. А то круиз не заработает еще вдруг. Скажешь, нахер мне тут эти тюнинги. Ну, вроде недолго, я думаю, минут за 10 сейчас считается. Так, вот у нас дочитывается прошивка уже. Уже там, сейчас фокус наведем, 95%. Вот, сейчас читаем. Чем откроем ее в редакторе, сейчас посмотрим, какой там стоит порог круиза у тебя. Как на самолете. Да, там 500 километров в час надо ехать, чтобы круиз включить. Это тоже. Кто это придумал такую фигню? Ну вот, короче, прошивка считана. Окей, вот ее идентификатор. Вот, сохраняем файл этот. Сохранить на рабочий стол вот, с таким идентификатором. Далее. Так, а он у нас в каком формате сохранился? Так, он сохранился в сжатом формате. Надо еще раз сохранить. Через Shift. Сохранить. Вот, теперь в нормальном бинарнике должен сохраниться. Да, вот, то есть 1,5 мегабайта. Открываем редактор. Такой модный редактор. Выбираем наш файл. Чисто. Вот она, эта прошивка. Открыть. Выбираем карту. Запускаем модуль редактирования. Вот, короче, параметры все тут, блядь, иденты. Так. Где у нас тут? Я уж не помню.
круиз-то сейчас поищем. Наверное, рабочие режимы. Нет, не рабочие. В датчиках, может. Вот, круиз-контроль в датчиках. Открываем. Минимальная скорость для работы функции круиз-контроля 512 километров в час. Сменяем на 40 километров в час. Вот. И чё? И все. В принципе, сохраняем файл. Ой, что-то не то нажал. Не то нажал. Сохранить калибровку. Не калибровку. Ну все, то есть это окно мы закрываем. Так, далее. Так. Сохраняем прошивку. Вот. Подпишем, что она у нас с круиз. Жмем сохранить. Закрываем редактор. Вот, круиз. Сейчас мы ее запишем. Открываем эту прошивку с круизом. Все, файл загружен. Жмем запись. Да. Написать только калибровки нет. Все, пошла запись. Сейчас тут по-быстренькому. Все, там насос отработал. Это бывает такое, что ИБУ сообщил об ошибках. Посмотрим, что там. Есть ошибка, нет ошибка. Ошибок нету. Все отлично. Записалось. Закрываем программу. Сейчас ждущий режим включим. Ждущий режим включим. Так. Шнурочки, веревочки я вот сюда положу. Выдерни мою там штуковину. Все, заводи машину. Поедем пробовать круиз.
Что, на молочный? Да, туда давай, да, 40-то, наверное, и тут сейчас уже где-нибудь можно ехать. Поехали, да, в сторону Молочки прокатимся. Сигналить сейчас. Ну, наверное, вот здесь же 40-то можно ехать. Наверное, не успеем. Ну ладно, поехали. Сейчас, выйдем немножко. Это, по трассе без палева. Погода хорошая сегодня, весенняя. Наконец-то. Вчера ездили, там уже асфальт, все растаяло. Можно открывать сезон чип-тюнинга. Точно. Давай пробуй, нажимай. Вот, включился типа. Все, едет. Все, круиз работает, педали, ноги убрал, да? Все. Ну и все, даже на Молочку ехать не пришлось, круиз у нас пашет. Давай заворачиваем налево. Где, вот здесь? Да, да.